Добрый день, друзья мои. Ну что, вот мы и подошли к главной кульминации трилогии, к третьей, самой главной серии, к премьере. У меня не поворачивается слово назвать это песней, и я, наверное, никогда не буду считать это произведение, это обращение, эту композицию песней, а именно «Аве Мария», премьеру, которую Димаш исполнил на закрытии «Новой волны». Я имел честь наблюдать это вживую. Наверное, для меня это всегда будет стоять отдельно от всего того, что делает Димаш. У меня, честно, язык не поворачивается называть это песней и тем более сравнивать это с какой-либо другой песней Димаша. Там, какая нравится больше, какая нравится меньше. И в этом, кстати, нет ничего такого, потому что иногда меня начинают упрекать, зачем ты сравниваешь песни. Ну, это естественно, это нормально. Какая-то песня может нравиться в начале, потом начинает нравиться другая песня. Это совершенно естественно. Под разное состояние нашего духа, под разное настроение нам лучше заходит та или иная композиция Димаша, которая как раз попадает в это наше состояние. Но то, что произошло на «Новой волне», на закрытии, я, ребята, никак иначе, как обращение ангела к людям назвать не могу, потому что вот в моем понимании, если ангел запоет, то он должен будет запеть именно вот так. И не просто запеть, а я чувствовать должен именно то, что я чувствовал. Но давайте не будем забегать вперед. Давайте все-таки посмотрим это выступление еще раз. Я уверен, вы его уже многократно посмотрели. «Аве Мария». Музыку написал Игорь Крутой. «Аве Мария» — это христианская молитва, католическая молитва. И по-другому «Аве Марию» называют, сейчас я вам скажу, это не я придумал, это можете открыть Википедию и об этом прочитать. Эту молитву называют ангельским приветствием. Задумайтесь над этим. Так архангел Гавриил обратился к Деве Марии, когда она была беременна Иисусом. И первые строчки этой молитвы, первые слова принадлежат архангелу Гавриилу. «Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобой, благословлена ты между женами», сказал ей архангел. Так что Димаш исполнил не просто песню, Димаш исполнил обращение ангела к людям. Ну давайте смотреть. Посмотрим, потом, конечно же, обсудим, и я вам скажу свои впечатления. Я вам скажу, под каким впечатлением я был тогда в зале, и под каким впечатлением я пребываю до сих пор от этой молитвы.
Димаш Кудайберген и Игорь Крутой. Браво! Просто мурашки по коже. Во-первых, ребята, мне очень жаль, что российское телевидение вырезает слова, сказанные ведущей. И я уверен, что Лера Кудрявцева и Александр Ревва говорили абсолютно искренне. Я знаю, я уверен, что Лера восхищена Димашем, восхищена его талантом, его творчеством, и она не скрывает свое восхищение. И я также знаю, что Александр в очень хороших дружеских отношениях с Димашем, и он также является его поклонником. И то, что делает российское телевидение, то, что делает российский шоу-бизнес, вырезая те слова, которые они говорили, то у меня только досада и обида. Неужели они так сильно боятся Димаша? Неужели они так сильно ему завидуют? Но благо есть фан-камеры, благо есть записи. И у меня есть запись, где полностью слышно, что говорили ведущие. Я предлагаю сейчас обязательно посмотреть, что на самом деле было сказано, и потом мы с вами обсудим то, что мы увидели с вами. Димаш Кудайберген и Игорь Крутой. Браво! Просто мурашки по коже. Ангел! Воплоти! Ну это просто невероятно, правда. Дорогие друзья, огромное спасибо. Игорь Ильич, огромное спасибо вам за такое прекрасное произведение. Для меня одно удовольствие было выступать вместе с вами. Спасибо. Браво, браво! Браво! Это тот редкий случай, когда просто слезы на глазах от этого потрясающего исполнения и произведения. Браво! Димаш Кудайберген, Игорь Крутой! Мой любимый мировой уровень. А цветы-то цветы! Пойдем возьмем что-нибудь себе. Димаш, он добрый. Всем хватит. Хотя бы вот тот букет. Друзья, ну я думаю, что зал должен просто аплодировать, не переставая. Димаш на самом деле это просто мировая звезда, и его в каждом уголке мира. И он удостоился чести быть сегодня здесь с нами, обладая таким просто непревзойденным голосом. Браво! Алмаз! Бриллиант! Димаш Кудайберген, Игорь Крутой! Знаешь, Почему они это вырезают? Я не знаю. У меня нет других версий, кроме тех, которых я озвучил, что российский шоу-бизнес просто боится Димаша. Боится признавать его таким, какой он есть. А Димаш совершенно очевидно мировая звезда. Он соберет стадион в любой части мира, я в этом уверен. Сегодня, кстати, узнал о таком факте, что, оказывается, у Майкла Джексона тоже есть песня под названием Fly Away. Представляете? Ну ладно, это мы уже не об этом. Я уже говорил о том, что когда Димаш исполнил на открытии «Чужестранца», и это было просто вообще просто музыкальная бомба, шедевр, потрясший всех вообще своей эпичностью, своей грандиозностью, своим наполнением, музыкой, словами. Ну, то есть это просто было вау вообще. И мы говорили о том, зачем он это сделал на открытии, это надо было делать на закрытие. То есть это была бы такой прям фейерверк вообще на закрытие. И мы думали, ну как же он сможет нас удивить, как он сможет нас удивить на закрытии, ведь это что-то должно быть тоже очень
значимое, это что-то должно быть очень такое грандиозное, чтобы перекрыть чужестранца, чтобы как-то, ну вот, чужестранец не доминировал, но мы представить не могли. Мы представить не могли, что это будет вот это. Настоящее обращение ангела к людям. Вот я по-другому это назвать не могу. Для меня это не песня, ребят. Никогда это для меня это не будет песней. Потому что как только я услышал первое звучание его голоса, вот в первых секундах все, я почувствовал полное безмятежие. То есть это какая-то безмятежность, какое-то умиротворение, какое-то... Я вот даже сейчас слова забыл, которые у меня в голове крутятся. То есть это мощнейшая какая-то... Во-первых, аура наполняется твоя, и твоя аура становится какой-то огромной. Она растворяется в мире, и такое ощущение, что ты есть весь этот мир. Вот он такое ощущение дает, как будто ты смотришь свысока на весь этот мир, и все превращается в суету-сует. То есть все какие-то проблемы мелкие, то есть ты как-то начинаешь по-другому смотреть на мир, как-то масштабно, с гармонией какой-то, с каким-то спокойствием, умиротворением, безмятежностью. Невероятное чувство мгновенно тебя наделяет. Причем это каждый раз происходит. Это не какой-то вау-эффект первого услышания. Вот каждый раз, когда я включаю эту музыку, каждый раз, когда я включаю Марию в машине, дома, где угодно, там, на компьютере, вот у меня каждый раз одинаковое состояние духа. Это полная безмятежность и какое-то спокойствие, умиротворение. Димаш наделяет какой-то колоссальной силой в этот момент. Потому что такое ощущение, что он на мгновение открывается нам. На какое-то мгновение он показывает, возможно, свою силу. И вы посмотрите, какое у него лицо, ребята, когда он исполняет эту песню. Я не могу просто, но у меня реально, я без слез не могу смотреть эту композицию. У меня глаза наполняются слезами. Вот давайте посмотрим на его лицо. Это же, ну, что-то невероятное. Сейчас я постараюсь сделать так, чтобы все было видно, потому что YouTube блокирует, к сожалению. Где-то вот там прям есть крупный план. Вот, ребята. Вы посмотрите на это. Вот только одно мне приходит на ум. Только одно я вижу. Это невероятная вселенская тоска в этих глазах. Никакой другой ассоциации у меня не возникает. Это именно вселенская тоска за всех нас. Вселенская тоска за то, что произойдет. Я не могу, я просто отвожу взгляд, когда я вижу его вот таким. И периодически у него такой взгляд появляется. Не только в этой композиции, в других, там, в его интервью или когда он о чем-то говорит. Это невозможно сыграть, ребят. Но я могу отличить хорошего актера от там, нехорошего. Я могу отличить, что человек хорошо сыграл. Я буду ему аплодировать, буду говорить, как сыграно, да. Но это вот человек искренне передает свое состояние в этот момент. Это невозможно сыграть. Это чувствуется на расстоянии. Это чувствовалось там в зале. Это чувствуется сейчас с экрана. Это настоящая вселенская тоска в его глазах. Что он нам хочет этим сказать? Ну, во-первых, это молитва. И я уже говорил об этом, когда записывал видео про религию, я говорил о том, что нам
человек, нам Димаш, нам эта душа дает пример, что мы должны делать. Он, мусульманин, поет христианскую молитву. Да, я знаю, что в исламе Иисус и Мария почитаемые святые, но тем не менее это христианская молитва, вы понимаете? А он дает нам своим примером, что, ребята, мы не должны разделяться на конфессии, мы не должны разделяться на разные религии. Он это нам показывает своим примером. И то, какая у него тоска за всех нас, ну, становится даже где-то страшно, что, может быть, мы уже приступили ту черту, может быть, мы уже за гранью, и гибель нашей цивилизации неизбежна, и он тоскует по этому. И теперь давайте поговорим о том, что это все-таки была трилогия. Димаш в этих 3 премьерах очень четко, во-первых, их расставил последовательно, и он рассказал нам историю бытия. И он рассказал не только историю, он, скорее всего, нам рассказал о том, что нас ждет. И вы посмотрите, как он одет. Вы посмотрите, как он одет. Ведь это немножечко разрывает шаблон, ну, как бы обычному человеку, потому что принято считать, что, то есть если это молитва обращения ангела к людям, то в нашем понимании ангел это белый образ. То есть, скажем так, если бы он вышел в костюме, в котором он пел Fly Away, в совершенно белом наряде, то, наверное, для многих картинка бы совпала. Но вы посмотрите, как он одет. Это черно-белый костюм. Причем совершенно четко черный внизу, белый вверху. В «Чужестранце» он был одет в черный костюм, и у него была белая рубаха. И я могу вам сказать, как я трактую это одеяние. То есть мы все, наши души начинают с низов. Мы начинаем познавать этот мир с низов, с низких вибраций, с черного. И постепенно мы поднимаемся по вибрациям, постепенно мы доходим до светлого. И тот наряд, черный наряд с белой рубахой, говорит о том, что в каждом из нас есть искра Божья, каждый из нас часть Бога, но мы начинаем этот путь с низов. Чтобы дойти до Бога, мы должны преодолеть весь этот путь. Невозможно перепрыгнуть, невозможно экстерном раз и запрыгнуть сразу на светлое. То есть мы все начинали с низов. И мы постепенно поднимаем свою духовность, мы постепенно, воплощая, впитывая в себя весь этот опыт, опять же я буду говорить свою точку зрения, свою версию перерождения душ, многократную, многомиллионную, перерождение душ, мы постепенно поднимаемся по вибрациям. Димаш с нами делает невероятные вещи. Димаш нас как ракета запускает сразу очень высоко. Он дает нам аванс. Он очень часто дает нам аванс. Он очень часто поднимает нам наверх только для того, чтобы показать: ребята, смотрите, как вы можете себя чувствовать. Смотрите, каким вы можете быть светлыми, умиротворенными, сильными. Конечно, потом жизнь нас опять засасывает в эту рутину, мы опять погружаемся в свои проблемы, и мы опускаемся. Но Димаш каждый раз нас подбрасывает наверх. Причем иногда, вот как Сава Марии, это просто, это какой-то мгновенная ракета наверх. Потому что я с первых же звуков этой молитвы просто, чувствую себя каким-то невероятным вообще существом. И он одет здесь в черно-белое. Итак, чужестранец, рождение, цикличность, перерождение душ, путь прохождения всего этого пути, начиная с низов, но внутри мы все Божья искра, белая рубаха. Потом жизнь, стремление к свету, стремление к высоким вибрациям, в поисках рая, он весь в белом. Это жизнь, и он зовет остальных за собой. Он говорит: пойдемте, освободитесь от этой лжи, освободитесь от плена
собственного ума. Освободитесь, освободите свою душу. Это песня о жизни. И третья, не песня, третье обращение, это уже обращение какого-то высшего существа к нам. И у этого обращения тоже очень, очень много смыслов. Это вот каждая все-таки песня это многослойный пирог у Димаша. Здесь он, во-первых, показывает нам, что если мы предполагаем, что перед нами ангел, то есть ангел поет обращение к людям, молитву, то мы видим его в черно-белом одеянии. Это значит, что высшая душа впитала в себя уже весь опыт этого мира, она впитала как низшие вибрации, так и высшие, гармонизировалась и пришла к гармонии. Именно поэтому он одет в черно-белое. Именно поэтому, ребята. То есть это не отрицание какой-то части этого мира. Это гармония, когда душа смогла впитать в себя все знания этого мира, когда смогла она впитать все то, что создал Творец, чтобы прийти к гармонии, и чтобы потом самой творить. А как можно творить, если ты не знаешь всех граней, если ты не знаешь всех кирпичиков, из чего создано мироздание? Вот только тогда душа сможет творить. Вот только тогда душа станет новым творцом. И Димаш это нам демонстрирует. Потому что он одет в черно-белое. У этого контраста очень много знаков. Инь и янь это самое простое определение. Когда две рыбки, белая и черная, гармонично вращаются и не мешают друг другу, и это гармония. То есть можно как угодно, очень много символов, при помощи которых можно объяснить. На самом деле все его выступления полны тайных знаков. Если опять мы вернемся к чужестранцу, то это, посмотрите, 9 женщин, 9 мужчин. Число 18. Число 18 означает жизнь. Он 19-й. 19-й это вообще очень мощная цифра. Это цифра лидера, очень сильного человека, у которого миссия вселенского масштаба, планетарного масштаба, как минимум. То есть он, я уверен, он все продумывает до мелочей. Свой образ, подтанцовку, как это все выглядит. Посмотрите на декорации, ребят, что мы видим? Мы видим вот этот вот туман, это облака. И мы видим колонны. Мы видим колонны. Что нам напоминают? Вот какая у вас ассоциация, когда вы видите вот эти вот колонны какого-то древнего храма? Ну, то есть у меня возникает ассоциация, что это какой-то старый разрушенный уже памятник, который вот доходит до наших времен. И здесь у меня сразу возникла ассоциация, что это завершение чего-то. Это финиш какого-то этапа. И вот эта вселенская грусть в его глазах лишь подтверждает мои догадки, что мы с вами подходим к завершению какого-то этапа. Почему у него такие глаза? Почему я чувствую вот эту вселенскую грусть в его взгляде, в его облике, в ощущении его ауры? Ведь это же светлая молитва. Так-то, если разобраться, это радостная молитва. Молитва, возвещающая о том, что будет рожден пророк, будет рожден Иисус, если мы говорим именно про историю этой молитвы Ave Мария. В общем, ребята, столько он пищи для размышлений мне подбросил в очередной раз. И он нас все-таки к чему-то готовит, ребят. Я думаю, что вы чувствуете то же самое,
что я. Возможно, у вас какие-то другие ассоциации, возможно, вы как-то по-другому это истолковываете, и это тоже на самом деле совершенно естественно и нормально, потому что каждая душа видит то, что ей необходимо. Каждый из нас видит то, к чему он стремится. Это многослойный пирог. Он для всех нас несет посыл в этих своих исполнениях. Он во всех этих исполнениях нам помогает. Он во всех этих исполнениях говорит нам о многом, готовит нас. И когда я вчера сделал разбор Fly Away, улетаю, вы пишете просто очень интересные вещи, и вы меня тоже наталкиваете на очень интересные мысли. Я благодарю вас за это. И на самом деле очень много классных, таких прям проникновенных теорий вы высказываете. Про то, что мы живем в матрице, и то, что он пытается нас освободить от этого плена, от плена своего ума в первую очередь. И что я вам, ребята, хочу сказать? Все-таки наш человеческий язык очень сильно устарел. Очень сильно устарел. Человеческий язык скоро уйдет, скоро нас покинет. Скоро мы с вами начнем общаться совершенно по-другому. Скоро с вами мы начнем общаться, кто перейдет этот скачок, кто перейдет на новый уровень, тот будет общаться при помощи вибраций. Как мы сейчас общаемся с вами? У нас есть уши, у нас есть мозг, мы слышим звуки, наш мозг обрабатывает эти звуки, и до нас доходит смысл уже после обработки нашего мозга, что хотел сказать человек. Но мы с вами все прекрасно знаем, что наш мозг, у каждого из нас, наш ум, это огромное количество фильтров, которые мы сами себе создали на протяжении всей жизни. И эта информация проходит через эти фильтры, окрашивается, видоизменяется, и в итоге мы получаем ту информацию, которую мы с вами сами сформировали. И я устал просто постоянно над это натыкаться, потому что когда я говорю что-то одно, о чем я имею в виду, меня почему-то некоторые понимают совершенно по-другому. Вот совершенно по-другому. И я понимаю, что они меня так поняли. То есть это не их попытка исказить мою информацию, не их попытка выдернуть какие-то слова из контекста. Это просто люди так меня поняли. И причем это кардинально отличается от того, что я хотел сказать. И вроде бы мне делают такие комплименты, что у меня достаточно хорошо поставленная речь, я очень хорошо излагаю свои мысли, но тем не менее, даже при всем при том, при этих моих способностях, порой люди меня понимают совершенно по-другому. Но мы с вами все совершенно одинаково понимаем Димаша, потому что это новый язык. И он об этом уже говорит много раз. Язык музыки, язык вибраций, потому что мы все с вами это вибрация. Наша душа вибрирует на определенной частоте. И когда он с нами общается при помощи вибрации музыки и вкладывает определенный смысл в эту вибрацию, как знаете, как закодированный сигнал, эта вибрация уже не через уши к нам поступает, не через мозг, а напрямую сюда. И тогда мы его понимаем и чувствуем так, как он хотел до нас это донести. Да, где-то наша частота не совпадает, где-то мы еще не до конца понимаем весь его замысел и всю его суть, всю его силу, но обмануть при помощи такого языка невозможно. Увести на ложный след при помощи такого языка невозможно. То есть словами можно как угодно трактовать, можно запутать человека, но язык вибраций напрямую сюда попадает. Это выделенный канал, ребята, без фильтров, без искажений. И это новый язык новой эпохи, я об этом говорил уже. Просто сейчас у меня подписчиков стало намного больше, очень резко. И я благодарен вам за это. И я всех приветствую. Добро пожаловать на мой канал, в наш душевный клуб, ДК. Я просто об этом говорил в самом начале. И сейчас еще раз скажу, что Димаш — это посланник новой эпохи. И он несет нам новые знания. В том числе он нам несет информацию о новом языке. Как мы с вами в будущем, если мы с вами вырастем до этого состояния и перескочим этот рубеж, будем с вами общаться. При помощи языка
музыки, языка вибраций. Непосредственно душа в душу, без каких-либо искажений. И вот Димаш это нам демонстрирует. Именно поэтому мы так реагируем на него. Именно поэтому ни один другой музыкант в мире раньше нас так не торкал и не влиял на нас так, как Димаш. Потому что Димаш проникает к нам не через наши уши, он сразу обращается к нашей душе. Именно поэтому с нами происходит то, что происходит. Смотрите, какое солнышко засветило. Значит, правду говорю. О, друзья мои, это Ave Мария, это просто... Это не песня, ребята. Это обращение ангела к людям. Вот в моем понимании это так. В общем, я думаю, что это точно не последний мой обзор Ave Марии, потому что здесь я чувствую такая кладезь информации, здесь такой мощный посыл он нам отправил в этой последней третьей серии напоследок, что нам надо сейчас будет собраться все воедино. Первую серию, вторую, вот третью заключительную. Возможно, вы знаете, все не просто так. Вот со мной опять сейчас связалась Ольга с Будапешта. Это одна из моих подписчиц с самого начала. Очень интересный человек. И в моей жизни интересных людей становится все больше и больше. И она мне прямо сейчас настаивает на том, что Андрей, ты должен написать труд. Ты должен написать именно труд. Не просто выходить с какими-то монологами на своем канале, а я всегда делаю это экспромтом. Я не готовлюсь к своим эфирам. Вот я отпускаю ситуацию, даю возможность потоку сознания начаться и говорю вам то, что вот прямо вот сейчас у меня на языке. Но она считает, что я должен подойти очень серьезно к этому вопросу и написать целый труд на эту тему. И я сейчас все больше и больше убеждаюсь, что мне надо это сделать, потому что через письмо, когда ты начинаешь писать, излагать свои мысли, гораздо больше приходит информация. Это принцип дневника. И те, кто занимался у меня в группе, в моей экспериментальной группе, это все прочувствовали. И я думаю, что сейчас, когда комментарии будут к этому разбору, я думаю, они напишут о том, какой эффект на них произвел эффект дневника, когда они излагали свои мысли при помощи письма. И, наверное, это надо сделать. Оля, спасибо тебе большое за идею. Я думаю, что я за это возьмусь обязательно, потому что вот сейчас закончится запись, я нажму стоп, и я тут же сам себе скажу: эх, ну я вот про это забыл сказать, я про это забыл сказать, про это. То есть я много чего еще хочу сказать, но вот в данный момент говорю то, что говорю. Ладно, ребята, затянул я уже, да, затянул я заключение. Очень хочется почитать ваши комментарии, очень хочется узнать ваши мысли, как эта песня произвела впечатление на вас. Опять песня. Не песня это. Все, это не песня. Как это произвело на вас впечатление? Напишите, пожалуйста, в комментариях. И огромное вам спасибо, что вы остаетесь со мной на моем канале. Это наш канал, это наш душевный клуб. И пишите такие классные комментарии. Все, всем хорошего дня. Пока-пока. Всех целую, всех люблю, всех обнял.